Мы находимся внутри ИСУ-152. Здесь довольно просторно, и не зря, заряжающему место не помешает. Зачем? Посмотрите сюда и поймете. Это 152 миллиметровые бронебойные и фугасные снаряды раздельного заряжания. Всего в боекомплекте 21 снаряд. Снаряд не маленький и весит 40 килограммов, то есть чуть больше 80 фунтов. Представьте, каково поднимать его, опускать и нести к зарядному лотку. Низкорослые заряжающие могут делать это стоя, а у меня, естественно, встать здесь не получится. Снаряды хранятся довольно глубоко, и доставать их оттуда весьма проблематично. Скорострельность составляла всего 2, может быть 3 выстрела в минуту, если заряжающий был опытным. Может показаться, что это медленно, но перенести снаряд отсюда до лотка довольно тяжело. Но это штурмовое орудие, и его скорострельность не так важна. Можете не торопиться, укрепление или что-то еще, что вы хотите снести, никуда от вас не денется. Бронебойные снаряды хранились чуть левее. Вообще, чаще использовались фугасные снаряды. Если 152 миллиметровый фугас попадал в танк, это был не самый лучший день для его экипажа. А бронебойные снаряды лучше подходили для разрушения бункеров и бетонных укреплений, чтобы проделать в них дыру, прежде чем их взорвать. Выше хранились ручные гранаты. Перед заряжающим находится зарядный лоток, который откидывается вперед, а на задней стенке корпуса находился механический досылатель. Чуть ниже и левее находится тот самый лючок для погрузки 152 миллиметровых снарядов, которые мы видели снаружи. Снаряды загружались и укладывались на полки. Чуть дальше на полу поперечно располагаются 2 торсиона для одной пары катков. Один торсион находится чуть дальше, поэтому, если смотреть на подвеску ИСУ сбоку, заметно, что катки располагаются несимметрично. Катки с одной стороны выступают дальше, чем катки с другой. Еще дальше под сиденьем наводчика находится эвакуационный люк. На этой машине сиденье наводчика отсутствует. За эвакуационным люком находится главный выключатель электропитания. Обычно сиденье наводчика крепилось на длинном металлическом стержне, который доходил вот сюда. Сиденье откидывалось в сторону казенника, чтобы было удобнее передвигаться. На этой машине оно отсутствует, но так нам будет проще вам здесь все показать. Рукоятки механического наведения орудия по вертикали и горизонтали. У орудия довольно большой люфт. Не знаю, почему я могу делать вот так. И я не уверен, должно так быть или нет. Мне кажется, что скорее нет, чем да. Все же, для такой большой пушки орудие поворачивается очень легко. На рукоятке вертикального наведения установлен электрический спуск. А здесь самая обычная зубчатая дуга для наведения орудия по вертикали. Для стрельбы прямой наводкой используется телескопический прицел СТ-10. Эффективная дальность стрельбы — 3500 метров. При стрельбе непрямой наводкой эффективная дальность стрельбы составляла 7000 метров. В этом случае использовалась панорама Герца, которая устанавливалась вот здесь. Она обычно не находилась здесь все время, потому что, чтобы ей пользоваться, нужно высунуть ее из крышки рубки. Нужно открыть люк мехвода. Официально он называется передний левый люк. Когда прицел выступает из люка, нужно повернуть кольцо люка, чтобы крышка не мешала прицелу, и потом открывать огонь. Сиденье мехвода находится прямо под панорамным прицелом и рукоятками управления орудием. Возникает вопрос: если мехводу нужно забраться или выбраться из танка, должно ли быть орудие повернуто направо? Быстро покидать машину может быть неудобно. Кроме того, рядом с мехводом находится большой топливный бак. Топливный бак в передней левой части отделения экипажа был не самым удачным решением в ИСУ-152. Хотя, если наклонную лобовую броню толщиной 90 мм пробивает большие куски раскаленного металла, то ваш день не задался в любом случае. Чтобы забраться на место мехвода, нужно повернуть орудие налево, и это единственный способ, который приходит мне на ум. Тогда казенник вместе с рукоятками управления орудием повернется направо. Здесь есть удобная ручка, за которую мехвод хватался и пролезал вперед.
А ведь получилось очень неплохо. Если вы помните серию про объект 704, то мне категорически не понравилось место мехвода в нем. Но в объекте бронелист располагается под большим углом. А здесь передо мной броня почти вертикальная. Здесь просторнее и... это хорошо. Мне на самом деле довольно удобно. Итак, я нахожусь на месте мехвода. Я легко дотягиваюсь до рычага переключения передач и ручного газа. Единственное, что меня беспокоит, что спинка кресла наклоняется назад и может мешать наводчику. Наверное, ее можно как-то зафиксировать. Но я пока не нашел механизм, который за это отвечает. Для обзора у мехвода есть смотровой люк, который имеет 3 уровня защиты. В режиме наименьшей защиты, когда на улице стоит погожий солнечный денек, и вы не боитесь подхватить простуду, бронированная крышка поднята, а триплекс опущен. Если мехводу нужна защита от ветра, осколков или стрелкового оружия, когда машина находится под огнем, то можно поднять защитный триплекс. При этом у мехвода сохраняется приемлемый уровень обзора. Очень даже неплохо. Также есть дополнительная защита на случай массированного обстрела, когда нужно остановить летящие в танк тяжелые куски металла. Для этого мехводу нужно поднять эти 2 защелки, чтобы опустить бронированную крышку люка. Она располагается под углом, что обеспечивает лучшую защиту. Но при этом видеть я могу примерно метра на 2 вперед. В этом случае мехвод полностью полагался на командира или другого члена экипажа, которые сообщали, куда ему надо вести машину. Смотровое отверстие примерно вот такой ширины, и под таким углом ничего толком не видно, так что для обзора оно практически бесполезно. Давайте уберем эту штуку. Так, а теперь об управлении. 2 педали, разобраться несложно. Сцепление находится слева, как обычно. Приборная панель находится рядом с ногой, это немного мешает. Возможно, более низким танкистам она мешала не так сильно, но, как мне кажется, все же вызывала определенные неудобства. Педаль сцепления либо самая тугая из всех, которые я видел, либо у нее самый маленький ход. При нажатии она опускается всего лишь сантиметра на 2. Но если этого достаточно, значит так оно и должно быть. Рычаги управления слева. Я ухватился за рычаг и пытаюсь нажать на педаль сцепления, не задевая при этом приборную панель. Я не уверен, что смог бы управлять этой машиной, но это точно не самая неудобная техника из тех советских машин, где я побывал. Я думаю, что у мехводов стандартного для советских экипажей роста не возникало проблем с управлением. Среди положительных моментов стоит отметить, что вместо механизма управления фрикционом и тормозом здесь установлена планетарная система управления. Преимущество в том, что при повороте мощность распределяется на обе гусеницы. У рычага несколько положений. В первом положении крутящий момент увеличивается примерно на 1,35. Во втором положении рычаг выполняет функцию тормоза. Если потянуть за 2 рычага сразу, машина будет на тормозе. Акселератор находится справа. Здесь саморегулируемая система, которая контролирует подачу топлива в зависимости от нагрузки. Например, если педаль газа находится в определенном положении, и вы едете на одной передаче, то, когда машина движется по неровной поверхности, регулятор будет изменять подачу топлива так, чтобы гусеницы продолжали вращаться с той же скоростью. Для мехвода это очень удобно. 5-ступенчатая коробка передач. 4 передних и 1 задняя передача. С учетом раздаточной коробки, а также верхнего и нижнего диапазона, получается 8 передних передач, 2 задних. Это позволяет комфортно перемещаться по всем типам грунтов. Схема переключения передач немного странная. Рычаг переключения впереди справа. Чтобы включить первую передачу, нужно потянуть рычаг вниз. Затем влево-вверх для второй передачи. Влево-вниз для третьей и в центр и вверх для четвертой. Наконец, для задней передачи нужно переместить рычаг вправо-вверх. Слева расположен рычаг демультипликатора. Чуть позади находится ручной газ, использующийся на холостом ходу или для запуска двигателя. В инструкции также говорится, что если температура хладагента достигает 70 градусов, выключать двигатель не рекомендуется. Пусть он поработает на холостом ходу пару минут и немного остынет. Потом нужно выключить электропитание, и двигатель остановится.
Вот в таком положении я бы управлял ИСУ. В целом приемлемо, но приборная панель впивается мне в левую ногу. Это все из-за моего роста. Может быть, можно просто снять панель, и нет проблем. Сейчас я опущу рычаги и посмотрим, что здесь у нас есть. Слева, как я уже говорил, находится топливный бак, внутренняя топливная система объемом 500 литров. С учетом внешних топливных баков, запас хода ИСУ на одной заправке составлял примерно 220-240 километров. Не знаю почему, но клаксон всегда самая большая кнопка в советских машинах. Он находится здесь. Приборная панель. Тахометр по центру. Слева направо. Датчики температуры охлаждающей жидкости, давление масла в двигателе и температуры масла. Амперметр справа. А вот чего на приборной панели мехвода очевидно не хватает, так это спидометра. Нет, я не схожу с ума, здесь на самом деле нет спидометра. Справа снизу находятся два баллона системы запуска двигателя с помощью сжатого воздуха. Отличное решение, особенно для суровых русских зим, когда электрическая система работает не идеально. В белой коробке справа, кроме амперметра, находится стартер, топливный насос и переключатели освещения, как наружного, так и внутреннего. Топливный насос ниже и правее. Здесь механизм выбора передачи и демультипликатор. Ручной газ. Вот и все. Замковый и командир располагаются в правой части корпуса лицом внутрь на самых обычных сиденьях, которые крепятся к борту. Вообще, они даже не прикреплены, это просто подушки. У Замкового две основные обязанности. Во-первых, он снимает снаряд с полки на правом борту машины и помещает его на зарядный лоток, а потом заряжающий с помощью досылателя посылает снаряд в орудие. Во-вторых, Замковый отвечал за казенник. Но кто-то захотел лишить нас радости пострелять 152 миллиметровыми снарядами и заварил его. Здесь затвор поршневого типа. Открывать и закрывать его очень просто. Над плечом Замкового крепился огнетушитель. Пистолет-пулемет висел за его спиной вот здесь. Чуть правее находится еще одна лампа с плафоном. Командир располагался справа от Замкового. Наконец, место командира, который находится в передней правой части машины. Он также сидит на своего рода подушке лицом внутрь корпуса. Обзор у него немного лучше, чем у остальных. Во вращающейся командирской башенке, помимо стандартного перископа МК-4, установлено еще 7 перископов. Перед ним крепилась антенна для радиостанций 10Р или 10РК, которые устанавливались где-то тут. Здесь заглушка бойницы для ведения огня из пистолета-пулемета. Слева — кобура для пистолета командира. На полу под орудием, впереди и чуть правее, находится третий внутренний топливный бак. Всего 3 бака. 2 впереди в отделении экипажа и 1 в задней части машины. Распределительная коробка с предохранителями. И... я нашел спидометр. Вот здесь справа. Что тут у нас еще? Здесь крепилась аптечка. Прямо под командиром находилась укладка зарядов. На этом про интерьер танка у меня все. Давайте выберемся наружу. ИСУ-152 выпускался 2 заводами вплоть до 1946 или 1947 года. Мнения на этот счет расходятся. Всего было произведено около 2000 машин. Нехватка 152 миллиметровых гаубиц привела к тому, что на некоторые машины устанавливались 122 миллиметровые гаубицы А-19. Они назывались ИСУ-122. Иногда эту САУ критикуют за ограниченный боекомплект. Всего 20 снарядов. Но вообще, если вы не можете поразить цель с 20 выстрелов, то, видимо, это просто не ваш день. Еще одной проблемой в ИСУ можно назвать место мехвода. Даже наш оператор, когда он пытался выбраться с места мехвода, отметил: а что делать, если машина горит? Но за исключением этих деталей, об этой машине можно сказать только хорошее. Ее легко обслуживать, легко ремонтировать, ей легко управлять, легко разбираться в ее устройстве, и экипажам она тоже нравилась. Ну и, конечно, 152 миллиметровая пушка. Как она может кому-то не нравиться? Это был рассказ о ИСУ-152. Увидимся в следующем выпуске.
Всегда проверяйте натяжение гусеницы. Натяжение гусеницы — это хорошо. Натяжение гусеницы — ваш друг. Если вы не отрегулируете натяжение, вы потеряете гусеницу, она слетит. И это плохо, потому что натягивать ее заново придется в грязи. И мехвод будет вас ненавидеть, и заряжающий будет вас ненавидеть. В общем, литые гусеницы довольно простой конструкции. Ширина гусениц 650 мм. Траки однопальцевые, простая О, это будет одной из тех фраз, да? Ай, больно. Некоторые детали этого танка пытаются меня убить. Левее люка мехвода находится небольшое отверстие для штуки. Ну, это штука, да. Траки гусениц 650 мл. О, это точно пойдет в блуперсы.